2024 года. И с вами Лена из Нидерландов. Лена из ЗОЖ проекта «Феникс». Сегодня мы с вами в необычной обстановке. Несмотря на то, что я сейчас не могу гулять, а веду машину, я решила провести этот стрим. Так что единственное, что будет отличаться, если будут какие-то комментарии, я буду их читать, когда буду стоять на светофорах. Сегодня поговорим о продвижении моей утренней рутины, о том, какие позитивные изменения у меня выдались в июле месяце, какие новые начинания в связи с здоровым образом жизни и с качественной жизнью у меня произошли. И расскажу вам еще кое-что новое из книги Али Абдала. Напоминаю всем тем, кто еще не знаком с Али Абдалом. Али Абдал – это блогер, миллионник, доктор по образованию. У него 5,5 миллионов подписчиков сейчас. И он написал книгу о том, как делать больше того, что важно для тебя в твоей жизни. Называется книга Feel Good Productivity, и вышла она в декабре 2023 года на английском языке. Я ее купила на Амазоне и решила прочитать на английском, а вам пересказать. Но сначала пройдемся по порядку. Книга будет в конце, а вы тем временем, пока собираетесь, ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал, смотрите ли вы меня онлайн или в записи. Всем добро пожаловать! Расскажу вам сначала, куда я еду. Почему же мне надо куда-то ехать утром сегодня? Сегодня утром у меня последняя тренировка из серии тренировок, которые длились по четвергам утром 11 недель подряд. И эти тренировки были предназначены для людей, которые стесняются заниматься спортом от того, что у них какие-то внутренние или внешние проблемы. Например, они считают себя немножко полными или считают себя стеснительными, чтобы заниматься просто в спортивном зале. И вот такая есть программа коучинг, и по-нидерландски называется на coaching of lifestyle. Это значит коучинг по здоровому образу жизни или по стилю жизни. И вот эта программа, она даже оплачивается страховкой нидерландского государства, ввела нововведение. Все люди, которые хотят заниматься своим здоровьем и записались в эту программу через домашнего врача, могут идти 11 недель пробовать разные виды спорта. Кирилл, привет вам. Привет, Кирилл Самоуков. Я стою как раз на красном свете на светофоре и читаю все комментарии, которые мне поступают. Раньше сразу на комментарии, пока я веду машину, реагировать не буду. Рассказываю сейчас о том, какие изменения у меня произошли в июле месяце в связи с тем, что я снова вернулась в строй и стала заниматься здоровым образом жизни. Спасибо вам за лайки, за подписки на канал. Привет, Шан без Номоминов. Кирилл Самоуком, а вам как зовут вас? Меня зовут Лена. Я живу в Нидерландах 16 лет, мне 50 лет, и я стараюсь увеличить качество своей жизни и делюсь этим с вами. Как я увеличиваю качество своей жизни? Через занятия спортом, через введение новой утренней рутины. В июле она у меня потихонечку запустилась и очень успешно, кстати.
И я читаю по утрам книгу блогера-миллионника Али Абдала. Если хотите, погуглите его, это доктор, который закончил Кембриджский университет и получил степень доктора, также у него степень психолога. И он ведет свой блог под собственным именем Али Абдал. Написал книгу Feel Good Productivity, которую я сейчас читаю. Каждый день по 2-3 странички, чтобы мой мозг немножко был в тонусе. И о книжечке я расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас я расскажу, куда я еду. Я остановилась на том, что нидерландское государство спонсирует программу коучинга по улучшению стиля жизни. Туда я записалась, потому что у меня лишний вес. Я люблю спорт, но я бросила свою спортивную школу на время, когда у меня, скажем так, сложились так обстоятельства, что я сама махнула на себя рукой. И я считала, что из-за обстоятельств я имею право скушать лишнюю конфетку, полежать дольше в постели и вообще всячески себя жалеть. Это, в принципе, неплохо, но когда это слишком долго продолжается, результаты сразу на лице. Лицо потолстело, живот сразу вырос, откуда ни возьмись. Ну, не сразу, конечно, но за несколько месяцев, за полгода я растолстела и вернулась в эту программу. И тут как раз вот подлетело такое для меня предложение. Ты же участвовала в программе коучинга по стилю жизни. Хочешь еще 11 недель позаниматься с людьми, которые вот стесняются заниматься в зале. Я думаю, я сама бросила свой спортивный зал, пойду хотя бы там позанимаюсь четвергам. Начальный уровень, ничего не надо, никаких тренировок или спортивной одежды, ничего. Не надо приходить, просто и все. Ну и там таких нас собралось 15 человек, около мужчин и женщин разных типов, телосложения, расы, вероисповедания всяких. В Нидерландах очень много разных людей, 46 национальностей живет. Вот там познакомилась, например, мне понравилась очень одна женщина, Дивия ее зовут, она из Индии, разговаривает только на английском. И тоже еще один индеец, Ракиш, там был. Одна женщина из Финляндии, Лиза. Не буду слишком... И нидерландцы тоже, Стефан, очень с большим весом, наверное, 200 килограмм. Вот. И все мы в одной лодке как бы с нашими здоровьями. Ой, это моя машина пипикает, потому что слишком близко подъехала к другой машине. Так вот, мы там все собрались, и 11 недель что-то мы пытались сделать под руководством прекрасного коуча, который очень зовут короткое красивое имя Боу. Девушка-бомба, красавица. Она сама инструктор по зумбе, а зумбу я обожаю. Кто смотрит мой канал, посмотрите. Несмотря на мой вес, несмотря на мои все страдания, я зумбу никогда не брошу, потому что это моя любовь. Я люблю танцы, я люблю движение. Мне, скажем, пофиг, какой у меня живот, какой у меня вес. Я танцевала и буду танцевать. Вот. И то, что Бо, инструктор по зумбе, для меня еще был большой плюс. И я под ее руководством решила заниматься. И вот наши 15 человек, разных возрастов, кстати, даже люди были под 80, ну и были моложе меня, мне 50, а тем, которые там собрались, было и 40, и 35, может быть, даже около 30. В общем, люди достаточно разные возрастов. И мы в первую тренировку мы просто там походили, просто в первую тренировку бросали друг другу мячик и познакомились, запомнили имена друг друга.
И немножко как бы лед растаял, что мы перестали друг друга стесняться. Это 11 недель назад. Читаю комментарии, пока стою на красном свете. Привет вам, привет. А как вас зовут? Привет, красивая девочка. Спасибо. Какая у вас марка машина? Kia. Пиканто. Я не понимаю. Кирилл, всякие там смайлики. Помогите меня. Пожалуйста, помогу. Слушайте меня, ставьте мне лайки, подписывайтесь на канал и что-нибудь для себя узнаете. Если будете слушать все и делать то, что я вам рассказываю. Я рассказываю не всегда то, что я тоже сама делаю, но стараюсь. Поэтому как бы моя жизнь улучшается. Я заметила, что за июль моя жизнь улучшилась. Итак, возвращаясь к тому, куда же я еду. Вот эти 11 недель. За 11 недель мы, познакомившись, выучив имена друг друга, побросали шарики, попробовали поиграть в разные виды спорта. Футбол, баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис, тарелки фрисби. Попробовали зумбу, йогу, аэробику, интенсивные тренировки. Нас на разных коучей, кстати, приглашали. Мне больше всего понравился бадминтон. Я в детстве в него играла, и я никогда не знала правил игры в бадминтон. А там мне их изложили, как правильно играть, как надо подкидывать ракетку. В общем, очень много интересного. Настольный теннис и тренировки HIIT, high intensity training. HIIT, вот это когда очень много и быстро делаешь, потом чуть отдыхаешь, опять разные упражнения делаешь и отдыхаешь. 30 секунд или 1 минута, 1 минута. И это все мы делали группой. О, это был шик. Теперь у нас группа сложилась классно, что мы не хотим даже расходиться. У меня уменьшился вес за эти 11 недель. Я получила кучу прекрасных эмоций. Гормоны у меня дали мне, гормоны радости у меня точно повысились. О гормонах радости я рассказываю в предыдущих стримах, так что хотите, посмотрите. Но вот во время спорта у меня были гормоны оцитоцин, это благодаря тем людям в группе, которыми я занимаюсь, и которые всегда меня во всем поддерживают. Потом вторые гормоны, которые мне помогали, гормоны радости, это эндорфин. Эндорфин у нас выделяется на движение через «не могу», на боль, чтобы облегчить. Во время тяжелых нагрузок, для меня была, например, тяжелая нагрузка, вот так вот бегать, вот так вот бег на месте очень-очень быстро, как только насколько быстро вы можете. Попробуйте побегать 1 минуту, через 1 минуту сложно. Или стоять в планке минуту, тоже достаточно сложно было. Вот, и вот это через «не могу» выделялись в конце концов эндорфины. И после тренировок мы уходили все на подъеме. Итак, вот я еду на последнюю эту тренировку, не знаю, будем друг с другом расставаться, мы, конечно, будем общаться через Facebook, а может, пойдем все, каждый найдет себе свой спортзал. Результат этих 11 недель в том, что я вернулась в свой собственный спортзал. Там, куда я ходила, спортзал я спонсировала ежемесячно, а теперь я туда хожу. Слава богу, вернулась. Так что спасибо этой программе Coaching Your Lifestyle, Cool называется она, что они меня все-таки вернули в спортзал, вернули туда, где мне хорошо. Вот, а теперь расскажу вам о моей утренней рутине, в которую я в июле вам обещала рассказать про июль месяц. В июле я поняла, что да, надо что-то делать, потому что что-то мое здоровье все не улучшается, а ухудшается. У меня начался климакс. Спасибо, кстати, за лайки всем, кто ставит и всем, кто смотрит. Климакс 50 лет – это нормально, в принципе, и это не болезнь, но
у людей с более высоким весом, и он может проходить, конечно, не так приятно. Вот, и у меня это связано там с потением, например, сердцебиениями, изменениями различных электролитов, например, калий недостаток у меня был, а от недостатка калия бывает сердечные аритмии, поэтому так сильно не побегаешь. Это надо как-то искать было баланс. Вот. И я решила, что баланс начну я делать себе каждое утро утренней рутиной. И что я решила делать? Я решила делать каждое утро небольшие упражнения для себя. Первое упражнение ментальное, привычка Мауи. Когда я встаю с постели и ставлю ноги на коврик, я говорю, сегодня у меня будет прекрасный день, сегодня я буду исполнять свои мечты. Yes, встала. Уже у меня поднялось настроение на 1 градус. Потом иду в планку становлюсь. Сначала я в планке могла выдержать всего лишь 55 секунд. Да, и тело корячилось, конечно. Ну, думаю, буду продолжать, по секунде буду прибавлять. Прибавляла 50 каждый день или через день по секунде, в зависимости от моей физической формы на тот момент. И у меня получилось, что сегодня, на сегодняшнее утро у меня уже планка 1 минута и 7 секунд. Всего лишь по секунде прибавляя, можно улучшить свою силу, увеличить свою силу. И всего лишь-то 1 минута, а так, если по секундам прибавлять, получается, становишься сильнее. Вот, и занимает всего лишь 1 минуту, там, 2 минутки. Потом у меня есть еще старый мой друг, это серия упражнений Bodyflex по дыханию. Поскольку моя дыхательная система в прошлом была не в самом лучшем виде, у меня была астма, я выучила 12 упражнений Bodyflex. Как их выполнять, у меня есть на канале. На канале целый плейлист, там подробно я рассказываю, называется плейлист Bodyflex от деревянного инструктора. Зайдите, посмотрите. Вот я этим бодифлексом занималась. Он помогает втягивать живот, делать вакуум и отхаркиваешься, извините за выражение, всякую гадость, если у вас там в легких она накопилась. Для курильщика вообще идеально, кто пытается бросить курить и очищать свои легкие. Вот. И всего лишь, чем хорош бодифлекс, если ты выучил эти упражнения, они идут уже как по маслу, пока учишь, может быть, дольше, а так это всего лишь 15 минут. Итак, у меня планка 1 минута, 15 минут бодифлекса. И я решила йогу сделать. Есть такое приложение Yoga Go. Они, кстати, небольшие авантюристы по деньгам. Сначала они сказали, что давайте за 3 месяца вам там что-то там чуть ли не 60 евро. Я думаю, что-то дорого. Начала там тыр-пыр, не хочу подписываться. Они, ну тогда меньше. Я за меньшую на 3 месяца купила у них программу. Потом решила, думаю, не буду я еще за 3 месяца столько же платить, потому что я мало занималась. И я решила вообще, они говорят, давайте за 1 евро в месяц. Я думаю, хорошо, за 1 евро в месяц я буду у вас заниматься. И я взяла подписку 1 евро в месяц на Yoga Go. И делаю каждое утро 10 минут йоги. Вот, и вот это мой утренний ритуал для того, чтобы зарядить свое тело. После этого чувствую себя окей. Сегодня тоже. И после я еще записалась на марафон за июль. Вот это все, этот утренний ритуал мне дал такой заряд, что я решила пробежать в сентябре марафон в Эйндховене. И записалась туда уже, и на этой неделе я уже сделала 2 тренировочки пробных. Со следующей недели я стараюсь, я буду стараться уже заниматься в полную силу. А сейчас
Полсилы попробовать. Что ж это за курс? Для тех, кому интересно, есть такое приложение, оно называется NRC, Nike Run Club. На английском языке оно, там коуч Беннет, это мой любимый коуч, он настолько позитивный, если бы он мог говорить по-русски. Для вас было бы, может быть, идеально, но кто знает английский язык, обязательно попробуйте побегать с этим коучем. Он вас настолько вдохновит. Сегодня он меня вдохновил пробежать, несмотря ни на то, что мне не хотелось. Спасибо вам за лайки. Я уже приехала на спорт. Сейчас еще договорю до конца. Так, припарковалась. Про коуча Беннета я вам рассказала. Пробежалась сегодня с ним около 11 минут. Это вторая моя тренировка пробная. На следующей неделе я уже буду по полной бегать. И расскажу сейчас вкратце про книжечку. Книжечку Али Абдала, блогера-миллионника «Как делать больше того, что для тебя важно». Всю эту книжку пересказать вам не могу. Я читаю всего лишь 2-3 странички в день. Но я уже на 32-й странице. Там всего 270 читать. На английском языке пересказываю вам на русском. Сегодня совсем чуть-чуть расскажу вам. Он рассказывает о том, что когда он учился на доктора, ему надо было... он уже закончил учебу на доктора, но ему еще после того, как он выучился на доктора, надо было проходить еще кое-какие экзамены. И к экзаменам надо было готовиться. Экзамен биохимия – достаточно сложный предмет, кто, может быть, когда-либо этим занимался. Вот. И он, получается, работал уже доктором, ординатором, и приходил после смены, ему надо было заниматься, еще готовиться к экзаменам. И он думал: о, Господи, я выжатый как лимон, а мне надо еще заниматься. Что мне делать? И тут он снимал жилье, как молодой доктор, еще с одним человеком, с которым они жили просто как соседи по комнатам, да, у этого человека одна комната, у него другая, денег-то мало у начинающих докторов. Они говорят: давай для расслабона посмотрим Мэри Поппинс, просто вернемся в детство. Смотрели они фильм старый английский Мэри Поппинс, а там говорится, что если превратить все в игру, то будет намного легче. Работа сделается так, что ты так раз и не заметишь, как она сделалась. И он думает: ну, ладно, напишу себе записку, я уже устал, посмотрели мы Мэри Поппинс, заниматься я сегодня не буду, к экзаменам готовиться не буду. Напишу, завтра мне опять на работу, напишу себе записку на вот этой желтенькой бумажечке, прилеплю к компьютеру, когда приду вечером, почитаю, что если вот учеба и подготовка к экзамену по биохимии может быть интересной, что мне надо сделать, чтобы мне было интересно, несмотря на усталость. Ну и пошел на смену. Отработал, пришел опять как выжатый как лимон после своих пациентов. Приходит и уже говорит: я натянул улыбочку, что так, улыбайся,